Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Эрика, и сегодня у нас откровенное видео, как вы поняли из названия. Многие писали мне, что почему ты так поправилась, почему так Германия на тебя повлияла, что ты набираешь вес, неужели у тебя столько много стрессов. Да, у меня стрессов много, но я, как вы поняли, не из-за этого начала набирать вес. Мы с Лешей ждем малыша, и я беременна. Да, я наконец-то это вам говорю. Я это от вас скрывала, потому что, есть какие-то определенные поверья, да, предрассудки относительно того, что говорить или не говорить об этом. Раньше определенного срока мы решили немножко подождать. Сейчас у меня срок довольно-таки большой, поэтому я теперь могу спокойно вам рассказать про это. Как вы поняли из моего поста в Инстаграм, на день рождения я уже была с таким довольно-таки большим животиком. Сразу посыпались вопросы, как я здесь в Германии, не зная нормального языка, хожу беременная, чем отличается Германия от России в плане вот этих всех моментов, обследования, вот этого всего. Я на эту тему сделаю отдельное, скорее всего, видео, потому что так слишком будет, наверное, много, потому что я хочу и про симптомы вам рассказать, про свои конкретно, как у меня все было. Вот, я думаю, это будет полезно, потому что когда я с этим столкнулась, очень мало было информации на ютубе, и мне из-за этого было довольно-таки сложно. Сказали всем нашим друзьям и родственникам только в марте. Получается, не сразу мы сказали всем, потому что я хотела это сделать на 8 марта, потому что это в России довольно-таки большой праздник. Вот здесь, в Германии, его так только русские отмечают, немцы как-то равнодушно к нему относятся. Вот. Но я очень хотела именно всем друзьям и родственникам из России, и в принципе здесь, в Германии, которые у нас есть, уже тут появились друзья, я хотела им рассказать все это на 8 марта. Конечно, было очень много эмоций, что-то я подсняла, что-то нет, но я думаю, я не буду вам показывать эти слезы, сопли, радости от такой новости. Я думаю, вы сами понимаете, что такое ожидание малыша для родственников и друзей. Конечно, мне тяжеловато здесь, не имея должного уровня языка, справляться с некоторыми моментами. Я это все отдельно, в отдельном видео вам все расскажу. Пока не начался дождик, так как я что-то не ожидала, что сегодня будет дождь, и решила запланировать съемку на улице. Я быстренько отвечу на некоторые вопросы, которые я себе записала в блокнот. И один из таких очень вопросов, которые вас интересуют, это запланированная ли беременность. Мы с Лешей уже очень много-много лет, и естественно, определенный этап в браке — это когда вы вместе решаете создать человека. Не то чтобы создать, а в каком-то плане создать человека. Это была запланированная, естественно, беременность. Многие меня спрашивали, почему вы так долго вместе, а у вас нет детей, у вас какие-то проблемы. Это самый такой первый вопрос. Если вы долго вместе и у вас нету детей, то у вас какие-то проблемы, в плане физические. Это довольно странно, на мой взгляд, задавать такой вопрос, потому что, во-первых, мне кажется, это немножко неэтично, потому что если у человека есть какие-то проблемы, то, естественно, он не хочет их обсуждать. Это нормально, это зона личного комфорта. Первый такой был вопрос, когда мы сказали, что мы беременны. Запланированная ли беременность, может она спонтанная. Да, ребят, беременность она запланирована. У нас не было никаких проблем с тем, чтобы завести малыша, просто мы к этому пришли. Просто я считаю, кто-то приходит через год брака к рождению малыша, кто-то через 2, все по-разному. У меня, допустим, была очень крутая карьера в России, и поэтому я не спешила заводить малыша. У нас была стройка, как вы знаете, поэтому мы не спешили в этом плане. И куда спешить? И это должно быть осознанно. Это не просто завести котика или собачку. Это вы воспитываете человека, и этот человек будет с вами очень-очень долго. То есть вы должны не просто его кормить, поить, одевать и смотреть, чтобы он был здоров. Вы воспитываете личность, а чтобы воспитать личность, нужно самому стать личностью. Просто мы уже так подошли к этому моменту, что созрели для рождения малыша.
Вот, поэтому у нас все было запланировано. Про планирование беременности у гинеколога здесь в Германии я, наверное, отдельно посвящу видео про мой опыт с гинекологами, потому что он был довольно-таки сложный. Вот, и может для кого-то эта информация будет важна. Вот, кто-то поделится своим опытом относительно этого, и я думаю, девочкам будет полезно это узнать. Как мы об этом узнали? Ну, тут все банально. Естественно, когда у тебя запланированная беременность, у тебя там пачка тестов постоянно дома. И я, если честно, не очень могла понять, как правильно рассчитать тот день, когда нужно этим всем заниматься, что все получилось. Да, вот. И поэтому, если честно, если смотреть все графики, которые есть, все пошло как бы не по графику. Блин, пошел дождь. Сейчас попробую, может, перейдем в беседку, там поснимаем. Вроде немножко погода распогодилась. Здесь в Германии с погодой, конечно, не угадаешь. Может быть, могут писать, что будет дождь. Ну, чуть-чуть дождь прошел. Вот, надеюсь, свет будет нормальный. Дождь в итоге меня просто спугнул, чуть-чуть пошел, поэтому не стала я в беседке все снимать. Так, на каком вопросе мы остановились? Как мы узнали про беременность? Естественно, как бы по тесту. Получилось так, в принципе, когда я поняла, что у меня задержка на пару дней, я пошла делать тест, как обычно. Сделала тест, жду 2 минуты. Конечно, тесты здесь довольно-таки дорогие в Германии. Я за 6-8 евро покупала. Это, на мой взгляд, довольно-таки дорого. Ну, мне так кажется, что это дорого. Напишите вы, как это вообще нормально, ненормальная цена для Германии. Я сделала тест, дождалась там сколько нужно минут. И понимаю, что виднеется 2-я полоска. И это такое странное ощущение, по крайней мере, было у меня, когда ты понимаешь, что там появились 2 полоски, и ты понимаешь, что все, в тебе есть человек, маленький еще, совсем крошечный, но все-таки человек, и жизнь будет уже, скорее всего, другой. Может, для кого-то это странно, то, что я говорю, но это вот было как конкретно для меня, потому что я вот прям сидела и осознавала, что все, мы уже не 2, у нас уже почти 3. Вот, и это было так странно, и ты сидишь и думаешь так, что надо делать, что происходит, с чего начать. А я хотела Лёшке сделать сюрприз. Очень интересно это все подать. В интернете очень много разных способов, как интересно подать это все своим близким и своему любимому человеку. Я в этот момент все забыла. Я поняла, что у меня нет времени что-то там планировать. А Лёшка знал, что я буду делать утром тест. Вот, и я такая думаю, блин, у меня нету времени что-то придумывать. Сейчас он проснется, и мне нужно просто, наверное, пойти и сказать. Потому что, ну, как-то так вот все сложилось, что времени на раздумье не оказалось. Вот, и я просто пошла с тестом, на видео все это снимаю. На самом деле много прикольных способов, как рассказать. Если вы хотите, я могу сделать отдельное видео на всякие DIY или что-нибудь в этом роде, но это если вы хотите. Вот, и, естественно, мы ждали определенное количество месяцев до 8 марта, чтобы сказать всем друзьям и всем родственникам, что мы ждем малыша. Следующий вопрос, который очень много задавали, был ли у меня токсикоз. У меня токсикоз был, и причем самое интересное, он начался с 6-й недели. Получилось так, что день, когда мне нужно было идти на первый прием к врачу, в принципе, и оказался днем, когда у меня начался токсикоз. Мы из-за этого опоздали на первый прием, и меня из-за этого отчитали, что я опоздала, и им было все равно, что у меня был токсикоз. И, если честно, я не ожидала, что у меня будет. Я, если честно, думала, что токсикоз всегда начинается в начале беременности, а у меня он начался только с 6-й недели, и он у меня где-то шел до 20-й недели. Если честно, я очень переживала, что будет как у моей мамы. У нее был токсикоз на протяжении всех
почти 9 месяцев беременности. Я боялась, что у меня будет так же, но, к счастью, у меня был только 6 до 20 недели, но он был довольно-таки сильный, то есть меня всегда тошнило по утрам и тошнило на определенные продукты. Допустим, я терпеть не могла запах лука, свежего, жареного, без разницы, меня очень сильно тошнило сразу. Самое обидное, что, допустим, когда ты готовишь суп или борщ, тебе обязательно нужно сделать хоть какую-нибудь зажарочку для этого всего. Как бы ты ни затыкал нос, как бы ты не пытался этот запах не чувствовать, все равно как-то ты его чувствуешь, и все равно тебя потом тошнит. И обычно я начинала зажарку, а Леша заканчивал, потому что я убегала, крича: Леша, посмотри, пожалуйста, там, чтобы ничего не сгорело, и бежала тут же как бы в ванную комнату. В холодильник я вообще не залазила, ну, в смысле, я не могла ничего из холодильника достать, потому что на запах холодильника меня жутко тошнило. И даже если ты задерживаешь дыхание, чтобы что-то достать, ты как-то, может, подсознательно, как бы, но у меня было ощущение, что я просто чувствую этот мерзкий запах холодильника кожей, хотя я холодильник несколько раз пыталась помыть при токсикозе, потому что я думала, если я сейчас помою его, там кучу разных способов почитала, всякие пшикалки использовала и народные методы, когда ты там уксусом все протираешь, чтобы ничего не воняло. Все равно почему-то мне казалось, что там ужасный запах. Чтобы что-то достать из холодильника, я просила Лешу. Леша очень помог во время мне токсикоза, потому что он старался, чтобы, если, допустим, какие-то такие моменты, чтобы там что-то достать из холодильника, чтобы я лишний раз туда не залазила и чтобы весь мой завтрак не убегал в канализацию. Я очень прикольный способ для себя придумала, чтобы, допустим, не терять свой завтрак утром. Я просто очень боялась, что из-за такого токсикоза я буду очень сильно худенькая и буду плохо набирать вес. И поэтому, когда у меня был утренний токсикоз, я просто вставала и выпивала стакан воды, стакан или 2 воды, но обычно мне хватало 1 стакана воды, и ждала, когда придет долгожданный токсикоз. Начинала завтрак готовить. Обычно это где-то вот от 5 минут до до получаса, пока ты готовишь завтрак. В любом случае какой-нибудь агрессор будет, и у тебя сработает токсикоз. Даже если, мне кажется, агрессоров не было, я просто вот могла выпить стакан воды, чуть-чуть подождать, и токсикоз происходил, но хотя бы это было не завтраком. Вот. И так я делала на протяжении всего своего токсикоза, то есть я себя обманывала, просто воду пила. Конечно, бывали случаи, когда был не только утренний токсикоз, у меня бывало тошнило вот просто на какой-то запах, если там какой-нибудь наш родственник придет, надухаренный очень сильно каким-нибудь одеколоном, и я такое, как бы, в принципе, и до токсикоза терпеть не могла, но во время токсикоза это просто жесть, что я даже убегала в туалет и мыла свое лицо. Я настолько загонялась, что мне казалось, что каким-то образом человек, находясь рядом со мной, моя кожа начинала впитывать этот запах, и я шла там, мыла руки, мыла лицо, и мне казалось, что у меня вот все пахнет как бы этим одеколоном. Ну, как бы вообще не люблю, когда люди сильно вот духарятся какими-то такими едкими запахами неприятными, но во время токсикоза это просто было трындец. Потом я теперь, даже когда вспоминаю про такие вещи, как сырокопченая колбаса, у меня аж начинают мурашки по коже бежать, потому что... Сейчас, подождите. Это, видимо, как-то на подсознании остается. Я не могла переносить запах, ну и вкус сырокопченой, всякой вот такой колбасы. Это, конечно, очень вкусно, но это капец, как мне плохо было от этого всего. И даже сейчас вспоминаю, наверное, самый такой большой такой был агрессор, который я вот даже если я просто о нем говорю или вспоминаю, а когда у меня был токсикоз, я просто могла подумать про сырокопченую колбасу, и мне тут же становилось плохо. Вот даже сейчас мне не очень хорошо. Сейчас, подождите. Так, вроде попустила. Но это как бы не то, чтобы тебя как бы тошнит, это просто такое неприятное сразу ощущение у всего организма, то есть как у тебя организм как бы
странно реагируют на то, что это... ладно, забудем, давайте переключимся. Напишите вы в комментариях, на что у вас был жуткий токсикоз и был ли он у вас вообще, потому что некоторые девчонки рассказывают, что у них вообще токсикоза нет. Я считаю, вам очень повезло. Потому что это не очень круто, особенно, если честно, когда тут в Германии я попала как бы на время карантина, да, когда тут все время, здесь везде нужно ходить в масках, и был такой период, что вообще как бы даже в центре города нужно было ходить в маске, и это не круто, когда ты как бы беременна и у тебя токсикоз. Вот, и получается, самая жесть для меня были супермаркеты, то есть и до сих пор сейчас для меня как бы очень неприятно, когда ты в маске заходишь в супермаркет, и ты через маску все равно, а у нас вот эти плотные маски FFP2, даже через нее ты чувствуешь этот мерзкий запах супермаркета. Я не люблю вот эти вот продуктовые магазины из-за этого, потому что я только захожу, я прям чувствую этот запах, даже через маску. Поэтому, девчонки, обязательно напишите в комментариях, какой у вас был опыт с токсикозом. Мне кажется, будет это полезно для многих. У меня был токсикоз, и он проходил у меня, как я вам рассказала. Может, вы поделитесь своим жизненным опытом, просто выговоритесь, потому что иногда, если честно, хочется выговориться. Следующий вопрос: как изменилась моя жизнь? Ну, как изменилась? Если честно, особо не изменилась моя жизнь. Как бы ребеночек же еще не родился, но, естественно, как бы вот эти вот все моменты, такие как токсикоз или какой-нибудь дискомфорт, там, проблемы со сном, они, естественно, влияют на твою жизнь, но в целом моя жизнь совершенно не изменилась, как бы я также хожу на курсы, также как бы делаю уроки, мы занимаемся, учим язык, и как бы в целом, в принципе, я бы сказала так, что жизнь не изменилась. В принципе, это все вопросы, которые я сегодня хотела озвучить. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно их пишите в комментариях. Я постараюсь в следующих видео их раскрыть. Напишите вообще, как вам эта новость, потому что я очень волновалась, говорить или не говорить это, но я очень хотела с вами поделиться, и я очень долго ждала, чтобы поделиться с вами этой новостью. Вот. Обязательно жду ваши комментарии. Мне будет очень приятно послушать ваш опыт, как у вас все было. Может, кто-нибудь из вас, у кого-то были роды в Германии, обязательно поделитесь своим опытом. Мне будет это очень важно, потому что очень мало такой информации именно по конкретике, что как у вас происходило, на какие моменты стоит обратить внимание. Мне будет это очень важно, и думаю, многим девочкам здесь тоже. Поэтому пишите в комментариях, делитесь своим опытом. А на сегодня это все. Всем спасибо, всем пока.